Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить замечательную летнюю галету с шелковицей. Я знаю, что правильно говорить с шелковицей, но это слово очень сильно режет мне слух. С самого детства все вокруг меня говорили шелковица, и именно это звучание мне близко, ну или тутовник. Мне повезло, и там, где мы сейчас живем, растет огромное дерево тутовника. Каждый день я собираю с него по 3-4 килограмма ягод. Для этой галеты я выбираю только крепкие ягоды, а также собираю несколько недозревших ягод, которые дадут немного кислинки. Сливочное масло нарезаю на небольшие кубики и вместе с водой убираю в морозильник на 20-30 минут. На рабочую поверхность просеиваю муку, добавляю соль и сахар, слегка перемешиваю, а затем добавляю холодное масло. Это тесто нужно нарубить ножом. У меня для этого специальный нож, но можно взять и обычный. Как только все ингредиенты порубила в крошку, добавляю ледяную воду и собираю тесто в ком. Тесто слегка вымешиваю, чтобы оно стало однородным. Тесто очень мягкое, послушное. Убираю его в пакет, разравниваю в лепешку, чтобы потом было удобно раскатывать. И убираю в холодильник примерно на 30 минут. За это время занимаюсь начинкой. Ягоду я перебираю и отрезаю у нее хвостики. Вот такие вот недоспевшие ягоды я тоже обязательно использую, хотя бы несколько штук. Добавляю 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Аккуратно перемешиваю, пока крахмал полностью не растворится. Количество ингредиентов я, как всегда, оставлю в описании к видео. Раскатываю тесто сразу на пергаментной бумаге. Слегка присыпаю его мукой с обеих сторон. Мне нужно раскатать пласт толщиной примерно 3 мм. Края, где тесто разошлось, я аккуратно скрепляю пальцами, а затем еще раз раскатываю скалкой. Идеальной окружности добиваться, конечно, не стоит, потому что галета – это деревенская выпечка, и такая легкая небрежность придает ей более аутентичный вид. Как только тесто раскатала, обязательно проверяю, легко ли оно отходит от пергамента. Если нет, то обязательно присыпьте немного мукой между пергаментом и тестом, чтобы потом, когда мы будем складывать галету, не порвать ее. На то место, где будут ягоды, добавляю 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Ягоды выкладываю в 1-2 слоя, очень аккуратно, стараясь их не мять. Сверху все присыпаю 1 столовой ложкой тростникового сахара. Тростниковый сахар можно заменить и на обычный. Начинаю аккуратно загибать края. Хотя эта галета у меня никогда не рвется и не промокает, на всякий случай я выпекаю все галеты в противне. Слегка смазываю края молоком и посыпаю тростниковым сахаром. Убираю галету в морозильную камеру на 30 минут. Через 30 минут она уже слегка застывшая. Теперь отправляю ее в разогретую до 200 градусов духовку, примерно на 45-50 минут. После выпечки оставляю галету в противне примерно на 5 минут, чтобы она стабилизировалась, а затем достаю ее и охлаждаю на решетке. Давайте посмотрим на эту галету в разрезе. Как видите, ягоды остаются целыми. Тесто очень вкусное, хрустящее, слегка слоистое. Посмотрите, дно совершенно не промокло. Эта галета держит форму даже на следующий день, она не растекается и не размокает. Конечно же, ее можно испечь и с другими ягодами. Надеюсь, рецепт вам понравился. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Желаю хорошего дня и вкусной еды.